Всем привет! Сейчас шью портфель для себя, и один из кармашков будет со змейкой. Вот, поэтому решил немножко остановиться на выборе молний для изделий из кожи и вообще, на что стоит обращать внимание в данном вопросе. Значит, молнии выделяют три основных вида. Это металлические, которые представлены сегодня у меня. Так, есть еще тракторные и спиральные. Тракторные и спиральные, они обычно из каких-то пластиков. Основное отличие — это вот форма зуба и то, как они закрепляются за ткань. Тракторные пластиковые зачастую можно встретить в верхней одежде, допустим, кармашки спортивных штанов. Вот, я думаю, все это видели, знают и могут сравнить. В изделиях из кожи чаще всего используют металлическую фурнитуру. Есть и пластиковую, все зависит от задач и от того, какой бюджет вкладывает мастер в изделие. Но самые такие распространенные, самые надежные — это вот металлические змейки. Змеек очень огромное количество именно цветовых каких-то решений, огромное количество типов бегунков. Тоже я в это все углубляться не буду. Это все выбирается под конкретные задачи. То же самое змейки могут быть, допустим, двухсторонние, с фиксаторами. Здесь вот может быть лифт, так называемый. Это когда вот в курточке мы вынимаем и вставляем такую штучку, потом застегиваем. То есть тоже типы молний, очень их большое количество. Также материалов, которые используются при изготовлении, вот это именно тканевая основа, она может быть, допустим, водонепроницаемая, может быть светоотражающая, разные цвета. В общем, змейки могут быть потайные. То есть очень большое разнообразие подобного продукта. Так? Но что является таким несменным — это лидерство компании, как у нас ее называют, UKK, а на английском будет YKK, вот так она обозначается. Это лидер, производитель вообще самых надежных, самых таких хорошо зарекомендовавших себя молний. Вот. Любой мастер порекомендует вам эти молнии. То есть они, если я не ошибаюсь, занимают 90% всего производства в мире змеек, этих молний. Вот. Чем они хороши? То есть, понятное дело, вот, допустим, две молнии. Вот это UKK, это какая-то обычная. Я буду так ее называть, потому что я не знаю производителя. В общем, основные такие положительные моменты в выборе UKK — это качество. То есть используемые материалы, качество сборки, качество работы. То есть вот эти все змейки, которые вы покупаете, они 100% будут рабочие. Вот. Материалы, которые используются, они антиаллергенные. То есть даже там не вызывают раздражения при соприкосновении с кожей. Вот. В принципе, что еще с ними происходит? Обычно с молниями зубы могут вырываться, еще что-то отпадать. В общем, с этими змейками подобного ничего не происходит. То есть их даже сложно вырвать щипцами. Так. И плюс сама работа змейки. Вот я сейчас просто покажу на этом вот примере. Допустим, можно сравнить звук и как она легко идет, да? И можно сравнить вот эту вот змейку, она тоже металлическая,
разница есть. То есть здесь вот получается более выше стандарты в плане там допусковой режи зубов, то есть они идеально подогнаны друг к другу, вот, и никаких сложностей, трудностей в работе не происходит. Так, это то, что касается самого выбора. То есть, видите, так что если бюджет позволяет и нужно сделать реально хорошее изделие, то, конечно же, стоит покупать змейки ЕКК, и вы как бы 100% не прогадаете. То есть и заказчик будет доволен, и ваше изделие будет долговечно. Значит, змейки можно купить уже готовые, вот, собранные, там определенный, я не знаю, определенный размер есть, они разные. Так и есть змейки на метраж. Вот, допустим, я купил еще на метраж. На метраж они идут без бегунков. Вот. На метраж покупать получается выгодней. Если много шьете и много сшиваете змеек, то проще купить на метраж, конечно. К ним идут разные бегунки. Можно тоже приобрести отдельно. Тоже разного цвета. Да, еще, конечно же, змейки разной ширины, разного размера зуба. Под них потом идет стандартный такой бегунок. Под каждую змейку стоит подбирать отдельно. Вот. И уже когда вы выбрали себе молнию, выбрали бегунок, вот в данном случае я еще сделал такую ручку на него, нашивочку, тогда уже можно переходить к вшиванию, к сборке. Сейчас покажу, в общем, как я это делаю. В общем, есть вот такая вот деталь. Это будет клапан портфеля. И на тыльной стороне я его прошью по контуру. Вот. И вот здесь получится у нас кармашек с молнией. Значит, первое, что нужно сделать, нужно вообще разметить место под кармашек и вырез, сделать вырез. Вырез делаем по ширине от бегунка. То есть, допустим, у меня здесь чуть-чуть уже получается, то есть бегунок будет ходить уже. Замеряем вот эту ширину, вот, и по этой ширине делаем вырез нужного нам размера. Вот. То есть у нас бегунок будет вот здесь вот ходить таким вот образом. Потом, кто как обрабатывает торцы, в данном случае я окрасил вот здесь все, то есть именно подготовительные работы проделал. Так, зачистил, окрасил, вырезал. Потом сразу же делаю пробитие по контуру с нужным отступом. Здесь вот 5 мм по всему изделию. Отступ 5 мм сделал и уже пробил. То есть изначально вот подготавливаю вот такой вырез под вшивание молнии. Потом берем молнию. Молния берется в моем случае на отрез. Так удобнее. Вот, потому что мы можем взять себе как бы нужного размера, вот сразу выставить, обрезать, допустим, и уже вшивать. Момент, значит, с продеванием бегунка на молнию. Вообще никогда не знал, как это все делается. Но меня проконсультировали в магазине. В общем, бегунок продевается
вот на разобранную молнию. И продевается он с одной стороны, то есть, как объяснить, значит, вот, допустим, с этой стороны бегунок он зайдет, а, допустим, если будем одевать с этой, то он не получится нам одеть, потому в любом случае вы как бы не ошибетесь при сборке молнии. Вот. И вот так вот продеваем. Все. Поэтому, допустим, разбираем нам нужную длину молнии, продеваем бегунок, вот здесь вот отмеряем так и обрезаем. Потом с этого края вот я то же самое сделаю вот здесь. То есть когда мы обрежем, то зубы будут тык в притык к окончанию молнии. Здесь же нужно несколько зубов повырывать. То есть я уже с этого края немножко зубчиков этих снял. Зачем это делаю? Значит, вообще здесь можно еще поставить такой фиксатор, есть для змеек, чтобы бегунок у нас не выходил из змейки. Но в данном случае получается у нас вот эта часть, она будет подшиваться под кожу, и вместо ограничителя у нас будет по сути вот этот вот край выреза. То есть сшивать будем снизу, и у нас выйдет, что бегунок будет упираться в кожу. Но чтобы вот так вот сделать, подложить и вот здесь прошить через змейку, через молнию эту, нам нужно сделать вот здесь запас этой ткани. И то же самое нужно сделать и с этого края. Первое, что я делаю, это вырезаю кусок молнии где-то на 2-3 сантиметра длиннее, чем у нас размер вот этого выреза. Потом с каждой стороны убираю лишние зубчики и оставляю их такое количество, чтобы оно как раз вписывалось вот в нашу прорезь. Молнию закрываю до упора. Вот. Дальше по контуру выреза промазываю клеем и потом накладываю молнию. Наложили и стараемся, чтобы вот здесь вот выставить ее, так растянуть, выставить, чтобы она была ровно, чтобы отступ вот между верхним краем и нижним, вот здесь, чтобы она вписывалась, в общем, в центр нашего выреза. И чтобы не виляло, чтобы не было таких вот изгибов. Идеально, конечно, не получается это сделать, но так выглядит более-менее ровно. Потом это все как бы наклеилось, и я еще промазываю дополнительно вот эту вот ткань клеем, допустим, там ПВА. Она пропитывается клеем, становится более жестче, и при этом ее тогда будет легче сшивать, она не будет, допустим, от прохождения иголки там оттопыриваться, к примеру, рыхлиться как-то. Вот. Ну, в принципе, это все операции, которые связаны вот именно по вклейке. То есть здесь с каждой стороны остаются еще такие кончики, которые мы прошьем, и это все будет надежно держать нашу молнию. Как именно проклеивал, не показываю, и как прошивать буду, тоже не покажу, потому что в моих условиях это достаточно сложно. Здесь вот много таких тонкостей, где нужно поправлять, и на камеру это делать неудобно. Потом показываю уже этапы именно готовых каких-то решений, то есть после того, как проделал определенные операции. Я думаю, и так, в принципе, все понятно. Да, еще забыл сказать по поводу вшивания. В данном случае нам пригодятся иглы с острым кончиком.
при прохождении ткани они не будут ее вот, отгибать, отрывать, допустим, от кожи. То есть они просто будут ее прокалывать и проходить. Вот. Сейчас я все изделия прошиваю тупыми иголками, но для вшивания вот таких вот тканевых элементов, для вшивания молнии пригодятся и лучше подойдут именно иголки с острым кончиком. Молнию вшил. Получился вот такой вот результат. Значит, с какими сложностями столкнулся? Во-первых, деталь очень большая, и у меня нету специального шорного пони. Некуда было зажимать, поэтому шил просто на руках и как бы ложил на колени эту деталь. В общем, это было достаточно неудобно, и может частично от этого есть определенные косяки в прошивке. Вот. Потом неправильно рассчитал размер нити, потом пришлось где-то вот здесь вот заканчивать шов и начинать по новой прошивку. Ну а так, в общем, получилось неплохо, при том, что вшиваю змейку таких вот размеров первый раз. Так что для первого раза сгодится. А вот, собственно, и готовое изделие. Портфель уже собран. На него сделаю отдельный видеообзор немножко позже. Как и сказал ранее, клапан, на который закрывается портфель, я его удлинил и на тыльной стороне прошил таким образом, чтобы получился дополнительный отдел. По сути, в него я и вшил змейку. Змейка работает отлично. Вот. Зачем этот отдел? На самом деле для того, чтобы здесь просто не пустовало место. Люблю более функциональные вещи. Да и так, чтобы потренироваться именно в сшивании змейки, то есть больше так для личного опыта. Портфель шил для себя, поэтому пытался отработать свои навыки там по прошивке, очень много здесь шва, и вот по работе там со змейкой, с фурнитурой с различной. То есть это больше как бы такое для себя, для личного опыта изделия. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.